Хороший, улыбчивый день. Братуха, смотри внимательно, есть там находки или нет. Хороший день. Они где-то там, внизу. Дай-ка еще разок гляну. Солнце нам улыбается. Да, оно там где-то над облаками, но оно нам улыбается. Роберт Фергюсон из Южной Калифорнии нашел на пляже швейцарские часы Movado стоимостью около $1000, если покупать новыми. В таком состоянии можно продать где-то долларов за 300. Парень прошелся по заброшенным гаражам недалеко от военной базы и нашел брошенный мотоцикл с коляской, советский Урал. В этом видео мы посмотрим на заброшенный итальянский автосалон Альфа Ромео, специализирующийся на спортивных автомобилях, который полностью застыл во времени. Снимая это видео, к мужчине подошла милая старушка и рассказала, что здесь произошло. Ее муж, фанат Альфа Ромео, посвятивший большую часть своей жизни работе с итальянской компанией, трагически погиб менее чем в 1 километре от этого самого места в автокатастрофе. Женщина рассказывала это со слезами на глазах. Мужчина из США нашел на пляже 10-каратный золотой браслет. That is absolutely gold, guys. Holy smokes, I got a chain. Holy smokes, we'll see that in a minute. This is definitely gold. JCF. Вес браслета 5,4 грамм. Парень из Германии отправился в Таррагону, Испания, чтобы исследовать заброшенный дилерский центр BMW, полный старых автомобилей, заброшенных 15-20, а некоторые даже более 30 лет назад. Запчасти и инструменты были разбросаны повсюду. Множество редких BMW, а также Альфа Ромео, Lancia, Jeep, Citroën и NSU.
сотни скутеров и мотоциклов, в том числе марки BMW. В этой части склада мотоциклы и машины обильно покрыты птичьим пометом. На берегу реки парни обнаружили заброшенную BMW 5 серии. Они приняли решение забрать автомобиль под восстановление. В тихом уголке небольшого американского городка Джош с друзьями наткнулись на поистине удивительный заброшенный особняк человека по имени Эрик, родившегося с золотой ложкой во рту. Эрик был единственным наследником миллиардера, и после смерти отца он унаследовал все: невероятное богатство, влиятельную империю и потрясающее поместье площадью 1400 квадратных метров. Дом был 1907 года постройки. В особняке было более 10 просторных спален, огромный бассейн и даже собственная часовня. Эрик тщательно обустроил свой новый мир, обставив особняк в соответствии со своими самыми сокровенными желаниями и заполнив его длинные подъездные пути роскошными автомобилями. Среди них были 2 Porsche и редкий Lotus Esprit Turbo. Но истинной страстью мира Эрика были не деньги, машины и даже не особняк. Это была его жена. Унаследовав отцовскую империю, он женился на женщине, которая стала для него всем. Той, которая заставила все богатство и материальное благо казаться ничтожными. Вместе они построили жизнь, наполненную любовью в этих величественных стенах. Они вырастили сына и дорожили каждым мгновением.
Однажды, без предупреждения, мир Эрика рухнул. Его любимая жена ушла в мир иной. Особняк, состояние, машины – все это больше не имело значения. Подавленный горем, Эрик искал утешения в вещах. Он начал копить, заполняя каждую комнату вещами, как будто мог заполнить пустоту, образовавшуюся после ее отсутствия. Его здоровье медленно ухудшалось, и к началу 2000-х он тоже скончался. Все оставшееся состояние унаследовал его сын и переехал жить в другое место. На данный момент домом владеет банк, который выкупил его за $1. Это означает, что сделка носит символический характер и продавец не получает рыночную стоимость объекта. Такие действия часто совершаются для решения проблем с пустующим жильем, когда издержки на содержание и продажу по рыночной цене превышают потенциальную выгоду. Покупателю же, как правило, необходимо взять на себя обязательства по ремонту и другие расходы. Инвестор в недвижимость Джим Доу из Иллинойса купил старый дом в Чикаго, чтобы отремонтировать его, и в итоге нашел 5 конвертов с $10 000 спрятанных в гостиной. Короче, ёпты, когда я увидел деньги, я обалдел, у меня глаза повылазили на орбиту, я офигевший до сих пор. Когда он оправился от потрясения, то сказал, что его следующий шаг был очевиден – вернуть деньги. Бывшая владелица дома и ее семья были в восторге. Они даже предложили Джиму вознаграждение, но он отказался. Законопослушный гражданин. В Майами мужчина нашел на пляже золотой браслет Cartier стоимостью $13 000. So heavy. This is Cartier. No way. It's like laser engravings in it. Dude. Hey, that's it. Finally, we got a W. Dude, good job. В 2006 году подрядчик по ремонту Боб Китс из Кливленда, разбирая стены ванной комнаты 83-летнего дома, обнаружил 2 зеленых металлических сейфа, подвешенных на проволоке. Внутри находились белые конверты с обратным адресом P.Dunn News Agency, в которых было $182 000 купюрами времен Великой депрессии. Учитывая коллекционную ценность банкнот, выпущенных в 1920-х годах, их стоимость оценили в $500 000. Об этой находке сообщили владелице дома Аманде Рис. Как раз на фото позируют с деньгами и лицемерными улыбками Боб и Аманда. Самое интересное началось дальше. В общем, возникло много споров, как поделить деньги, что привело к суду. Аманда предложила 10%, но Боб хотел 40%. С этого момента все пошло наперекосяк. Еще и в это дело вмешался 21-й потомок Патрика Данна, богатого бизнесмена, который и спрятал эти деньги. Короче, наследник подал иск о праве на деньги. Рис подала заявление о банкротстве, заявив, что с момента обнаружения сокровища у нее накопился долг в размере $1 900 000, включая более $60 000 по кредитным картам. Сейчас она живет с матерью, и у нее нет этих денег. Позже Рис призналась в показаниях, что заработала $63 000, продавая банкноты коллекционерам на eBay. Она призналась, что потратила $14 000 на поездку в Гавайи с мамой и жила на часть выручки от продажи валюты, когда ипотечный рынок рухнул и она потеряла работу. Она также заявила, что кто-то проник в ее дом и украл $60 000, хотя она так и не сообщила об этой краже в полицию. Аманда Рис обвинила Боба Китса в краже денег и начала оставлять ему угрожающие сообщения. Адвокат Боба не смог доказать обратное. Боб заявил, что потерял много клиентов в бизнесе, поскольку сообщения в СМИ по этому делу изображали его жадным мерзавцем. Судья потребовал от Рис отдать все оставшиеся деньги. Она предъявила лишь $25 200 старыми купюрами. Судья отметил, что из первоначальных $182 000 86% или $157 000 были завернуты в конверты с надписью P.Dunn, и все эти деньги должны были быть выплачены наследнику Данна. Остальные 14% немаркированные должны были достаться Рис как владелице дома, но она отказалась от своих прав. Поэтому следующий в очереди наследования был подрядчик Китс.
По итогу суда наследник Дана получил 86,3%, Китс 13,7%. Доля Китса составила $3456 до вычета судебных издержек. Это примерно на $46 тысяч меньше первоначального предложения Рис о 10% вознаграждении, которое Китс отклонил. В конечном итоге наследник Дана и Боб Китс получили каждый по чуть больше $1000 за вычетом гонорара адвокату по наследству. Семья Дан могла бы подать на Рис в суд и потребовать больше, но после того, как она объявила себя банкротом, это показалось бессмысленным. Судья все равно отменил бы этот иск. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.